Европе можно спать спокойно. Это крылатая фраза сегодняшнего дня. Зазвучит сирена, будет объявлено по репродуктору на языке вашей страны о том, что объявляется эвакуация. Если вы не захотите выезжать, я думаю, вам будут помогать. Под видом безопасности. Вы там чужие, вам этого никогда не простят. Как одна подписчица написала: мы в этом году хотим переехать, и дай Бог нам успеть до всего этого. Друзья мои, вы когда-нибудь слышали такую фразу: а вместо добычи будет тебе душа твоя? Душа – это жизнь. Жизнь вместо добычи. Кто-то сейчас думает, как переехать так, чтобы и деньги с собой взять, и пенсию как-то перечислить, мебель перевезти, и все. Но это настолько сложно сегодня, что, знаете, я понимаю, что однажды вот этот стих, он действительно будет работать вот в таком смысле. Добычей ты будешь считать уже то, что спасся, вообще остался в живых. Мы просто живем в такое время, когда вот эти все слова, они становятся явью. Ну чё, Васек, ты здесь со мной, да? Ты всюду со мной, Васька. Картошечка начала прорастать. Ничего, корочки это склюют. Да, Васек? Склюют. Склюют, мой красавчик. Смотри, как картоха. Васька. Вась, смотри, какая здоровая. О, да, картоха. Как в Сибири. Не знаю, друзья, как слышно. Без микрофона. Стационарный микрофон у этой камеры работает неважно, но немножко пишет звук все равно. Хорошая картошечка такая прям. Вот. Хорошая картошка. Да, Василий? Пойдем, Пахламон. Пошли наверх. Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале «Жить в России». Меня зовут Влад. И я сегодня много искал места, где бы не дул ветер и где бы не светило солнце в глаза. Но встал, получается, так, что и ветер дует, и солнце в глаза светит. В общем, как-то так. Может быть, так немножко получше. Наш канал посвящен переселенцам. Мы сами бывшие переселенцы. И вот в этом месяце исполнилось ровно 15 лет, как мы переехали из Германии в Россию. Мой канал появился на свет случайно, абсолютно случайно. Но он уже существует уже несколько лет. И основная тематика моего канала — это, наверное, то, что он посвящен, основное направление, он посвящен переселенцам. И вы знаете, невольно приходится следить за ситуацией по переселению, добровольному переселению. Кто хочет переселиться в Россию, у кого это получается, у кого какие трудности, у кого какие сложности. И два закона, которые сегодня вышли в Европе, они заставляют действительно напрячься, заставляют задуматься, глубоко задуматься о том, а что же дальше? Что же будет дальше с Европой? Что же будет дальше с населением, с людьми, которые там живут? Но больше всего, конечно, меня беспокоит положение наших соотечественников, наших бывших сограждан, с которыми я вместе жил и в Советском Союзе, и в Казахстане, и в России немного, и в Германии. Вот это наши русскоязычные люди, которые там живут. Те люди, которые думающие, те люди, которые замечают то, что происходит. Вот к ним сегодня мое видео. Я записываю эти видео не для того, чтобы вас напугать или заставить куда-то переехать, но просто общаясь с переселенцами, я постоянно получаю какие-то сообщения от них, какие-то видео. И, знаете, порой и хотел бы, может быть, отключиться от этого и не думать уже про это все, и жить своей жизнью спокойно, как мне некоторые советуют, что ты заморачиваешься. Наверное, это не так просто, когда тебе шлют, и ты должен как-то отреагировать на эти видео, войти в ситуацию, понять людей, прочувствовать их переживания. Это действительно может только тот, кто эти переживания сам имел когда-то в своей жизни. Дело в том, что много людей, которые абсолютно не думают, наверное, так спокойнее, да. И один из комментаторов мне недавно написал
Европе можно спать спокойно. Европе можно спать спокойно. Это крылатая фраза сегодняшнего дня. Я думаю, что думающие люди понимают, что тут уже не до сна. Настает время, когда уже совсем не до сна в Европе. Тема для ролика сегодня вот такая. Что делать нашим русскоязычным людям, и не только в Германии, но и по всей Европе. Знаете, когда я читал историю про Нагорный Карабах, автор книги так и писал, что мы всю жизнь были добрыми соседями и вдруг в один миг стали врагами. Это ужасно. Вы знаете, если вы живете не среди своего народа, наши русские немцы, они считают, многие из них считают Германию своей родиной или второй родиной, очень прижились там, и никто же не против. То есть, опять же, цель моего канала не в том, чтобы вас разубедить и сказать вам, как вам плохо, как некоторые это воспринимают, и мне начинают писать, что у меня дом, у меня 2 дома, у меня там 3 машины, у меня там зарплата 10 тысяч евро в месяц. Ну, я утрирую немножко. Но я же жил в Германии, я знаю, как там это все дается и насколько на самом деле это правда. Но о чем я хочу сказать, это о том, что если настанет какие-то беспокойные времена, настанут, а они, судя по всему, настанут, потому что Европа к этому готовится. И готовится не в плане защиты от России. Германия плюс еще 9 других стран, всего их 10, подписали сегодня договор о эвакуации своего населения в случае войны. 10 европейских стран Германия, Польша, прибалтийские и скандинавские страны подписали совместный договор об эвакуации населения в случае начала военных действий с Россией. Гражданам посоветовали иметь набор продуктов на 72 часа и смену одежды. Знаете, если сегодня такие разговоры идут, то значит эвакуация, скорее всего, будет. Европа спровоцирует или начнет эту войну. Полетят ракеты, возможно, ядерные. Население Европы будет куда-то эвакуировано. С какой целью? Возможно, нужно зачистить территорию. Возможно, нужно освободить Европу, создать дополнительный хаос. Я не знаю, какие планы у глобалистов. И слава богу, мне так спать спокойнее. Но дело в том, что вы можете себе представить себя на уровне простого обывателя, который сегодня работает, там как-то платит кредиты, занимается обучением детей своих, там, или оплатой обучения, я имею в виду, детей своих. Обычная жизнь, может быть, раз в год в отпуск, может быть, 2 раза в год в отпуск. И вот вы живете простой, обычной, такой спокойной жизнью, и в один день у вас зазвучат сирены, как уже звучали, полетят истребители, как уже летали. И вам просто объявят эвакуацию. План эвакуации уже давно готов. И договор этот подписан. Как будет происходить эта эвакуация? Вы все бросите, все закроете, все оставите. И мародеры, естественно. Но это все понятно, это без этого вообще никак. Но дело в том, что куда вы побежите, на каких там поездах, кораблях. Кстати, они сегодня уже в этом договоре там обговариваются о том, чтобы автобан на такой случай был в определенном состоянии, чтобы железные дороги были в должном состоянии, чтобы смогли осилить вот этот большой поток поездов туда куда-нибудь, куда они планируют перевозить. У них план этот готов давно. И та же самая мысль, которую я затрагивал в прошлом видео, я говорил вам, как ужасно оказаться в чужой стране, чужим человеком. Да, мне писали некоторые, что да мы здесь свои, мы здесь тоже не лаптем щи хлебаем. И у нас все схвачено, за все заплачено. У меня нет цели доказать кому-то и всему миру, объяснить свою точку зрения. Я просто делюсь с вами, с теми потенциальными переселенцами, которые хотели переехать. И как одна подписчица написала, мы в этом году хотим переехать, и дай Бог нам успеть до всего этого. То есть люди понимающие, они действительно видят опасность. Слышите? Вот у нас здесь, мы живем в приграничье, у нас это уже рутина. Объявлена опасность и так далее. Однажды у вас зазвучат вот такие репродукторы, и громкий голос на языке вашей страны скажет, как вам поступать, что вам делать. Зазвучит сирена, будет объявлено по репродуктору на языке вашей страны о том, что объявляется эвакуация,
И вам, друзья мои, нужно будет действовать. Если вы не захотите выезжать, я думаю, вам будут помогать. Под видом безопасности. Подумайте над тем, что для вас готовится. Не будьте слепыми, но имейте уши, чтобы слышать, имейте глаза, чтобы видеть. Прислушивайтесь к тому, что происходит. Присматривайтесь к законам. Если в Европе было тихо и спокойно, это не значит, что там так просто по умолчанию должно быть всегда. Вы видите Европу, каким курсом она идет. Вы видите, что Европа поддерживает нацистские режимы в некоторых странах. Вы видите тот уровень русофобии, который сегодня у вас там на достаточно высоком уровне. И опять же мне писали, говорили: да какая русофобия, я живу нормально, на работу хожу, все мои коллеги приветливы, все хорошо. Друзья мои, вспомните тот пример с Нагорным Карабахом. Вы там чужие, вам этого никогда не простят. Если случится военный конфликт с Россией, то все вы, приехавшие из бывшего СССР, а это не секрет для тех, кто живет в Германии, что немцы слабо различают, что такое Казахстан, Узбекистан и другие республики. Там для них это все Россия. Вот. И когда я помню, однажды я сказал немке одной в офисе, что я приехал из Казахстана, она меня спросила: вы настоящий казах? Вы прям настоящий казах? Она говорит. Я заулыбался, я говорю: вы видели когда-нибудь монголов? Она говорит: да, по телевизору видела. Я говорю: казахи выглядят примерно так, как монголы, то есть у них своя внешность. Я не казах. То есть она не понимала, немцы вообще думали, что мы приезжали в Германию и брали себе фамилии немецкие, чтобы как бы удобнее жить было. Вот. Что мы с этими фамилиями не рождались в СССР, а брали себе, там, Иванов, Петров, Сидоров, а приехал, взял себе там какую-нибудь фамилию, там, не знаю, Штольц, Брандмауэр какой-нибудь там, да. То есть вот так вот это было. Поэтому они особо не различают и не разбираются в этих вопросах. Для них вы все русские. Вы будете просто, скажем так, причастными к этому их горю. То есть они будут вынуждены покинуть свои места, скажут: так ты тоже такой же, и ты, из-за тебя, из-за вас это все. Понимаете? Он, Петька, подтверждает, он знает. Меня тянуло сюда, в Россию, к своему окружению родному, и мы переехали. С 4 детьми. Дети у нас выросли. 2 старших, Настя, Наташа, учатся в вузе, учатся бесплатно. Младшие Саша и Даша сейчас собираются тоже поступать. Даша на вышку, а Саша хочет идти на геодезиста, то есть он пока с колледжа начнет. А потом посмотрим, как он захочет, не захочет идти дальше. Так что возможностей в России достаточно. У нас тоже есть трудности, тоже есть проблемы. Кто-то писал мне о пенсиях. Да, сложно с пенсиями, сложно. Сегодня это вообще, знаете, как люди делают? Оставляют себе прописку там в Германии, потом через людей путем обмена переводят деньги сюда. Так делают. Естественно, там оставляют себе номер счета, конту, и там получают пенсию, ездят туда, периодически отмечаются, но некоторые делают так. Кто-то делает прям все это официально, то есть там пишут заявление на переезд, пенсию им перечисляют сюда. Есть такой Райфайзенбанк, это австрийский банк, он у нас работает, и перечисления в валюте пока еще возможны. Там какой-то, правда, они берут большой процент, и курс не очень выгодный, но люди зато хоть что-то получают. И абсолютно официально и спокойно спят. Так что такие возможности есть. Заодно решил вам ответить на этот вопрос. А сейчас, друзья мои, я отвечу вам на пару комментариев и буду заканчивать свое видео. Пару комментариев, которые меня заинтересовали. Консульство переполнено запросами о переезде, но жизнь в информационном вакууме в Германии накладывает свой отпечаток. Мало кто знает, как живет сосед, тем более о его мыслях покинуть Германию. Выбором для большинства русских немцев станет их старая родина, которую их родители покидали в лихие 90-е. Как встретим их мы? Чем поможем? Языковыми курсами? Курсами повышения квалификации? Или завышенными ценами на жилье? Ведь это тоже, друзья, не секрет, что когда приезжают наши переселенцы, то риэлторы пытаются немножечко много заработать на переселенцах.
Кстати, сегодня к нам едет еще один переселенец потенциальный. Он едет присмотреть место. Будем ездить с ним, смотреть. Если он будет не против, сделаем ролик. Может быть, что-то он расскажет. Он хочет найти жилье. Будем смотреть варианты, которые у нас здесь есть. Еще вот такой комментарий. Живу в Чили хорошо, но тянет в Россию домой. Живу в Чили 29 лет уже. Чили. Казалось бы, да, где мы и где Чили. А человека тянет домой. Я не понимаю, зачем русские бегут из России. Из-за войны европейцы силой оставят их воевать против собственного русского народа. Это перевод, сделанный Гуглом под моим видео. Вот оригинал этого сообщения. Вот такой комментарий. Ничего не полетит в ответку. И по центрам принятия решения тоже. Это вы в сказки верите. Тут их дома и дети в Европе, Англии и Америке живут. В Европе, Англии и Америке живут. Война уже 5-й год идет, Россия только предупреждает. Европа может спать спокойно. Вот этот самый комментарий. Европа может спать спокойно. Еще вот такой комментарий на засыпку. Может, вам лучше в Германию вернуться? Там спокойнее, наверное. А вот этот комментарий, наверное, пусть он закончит сегодняшнее видео. Здравствуйте. Вы применяете химикаты для уничтожения насекомых. А как же птицы, которые едят этих насекомых? Вместе с насекомыми погибнут насекомоядные птицы. Они же главные труженики. Мне жалко птиц и птенцов. На что я ответил. После того, как помрут все птицы, помрут все кошки и летучие мыши, на носу глобальная катастрофа, которая закончится апокалипсисом. Друзья, на этом я хочу закончить свое видео. Это была информация к размышлению. Мне очень не хотелось бы, как и любому нормальному человеку, я повторюсь, чтобы были какие-то военные действия. Я хотел бы, чтобы мы дружили с европейскими странами, чтобы у нас были нормальные отношения. Но вы видите, что сегодня творится в мире, поэтому нам, простым людям, нужно принимать решения, которые нас спасут, я надеюсь. Поэтому принимайте решения правильные, взвешенные, думайте, пока не поздно. И дай Бог, чтобы этого, конечно, ничего не было. Но думать о том, что это все нормально, и отстань от меня, укрыться с головой одеялом и думать, что все будет хорошо, я думаю, это очень неразумно. Нужно позаботиться еще сегодня. И если вы надумали ехать в Россию, то Россия принимает сегодня всех переселенцев. Друзья, хочу вам сказать, что теперь мы есть в Максе. Наконец-то можно без всяких VPN, без всяких прокси, можно просто зайти на наш канал и быть всегда на связи. Для вас остается Boosty, YouTube, Рутуб, ВК-видео, Telegram и, конечно же, Макс. Друзья, ждем вас в Максе. Спасибо вам большое. Кстати, можете меня поздравить в комментариях. У меня сегодня день рождения, и семья ждет меня уже в дом. Уже позвонили мне. Заходи. Они сейчас будут меня поздравлять, будут, наверное, что-то мне дарить. Все, мои хорошие, на этом заканчиваю свое видео. Надумайте приезжать в Россию, звоните, пишите в Максе, пишите в Телеграме, связывайтесь с нами, что-то, какие-то вопросы. Будем вместе решать, будем вместе думать. Спасибо вам большое. Всем всего доброго. Пока-пока. Мирного неба вам, друзья, где бы вы ни жили.